Привет всем! Сегодня приготовим торт «Красный бархат». Стильный и очень эффективный торт, который достаточно прост в приготовлении, обязательно порадует вас и ваших близких. Сначала приготовим бисквит. Нам нужно 320 грамм муки, 270 грамм сахара, 180 грамм яиц, 240 грамм кефира, 120 грамм сливочного масла, 12 грамм алкализованного какао, 8 грамм разрыхлителя, 2 грамм соды и красный гелевый краситель. Все жидкие ингредиенты должны быть комнатной температуры. Все жидкие ингредиенты объединяю в миску. Яйца, сливочное масло, кефир, сахар. Теперь все вместе смешиваем миксером. Нужно все вместе просто объединить. Делаю это на средней скорости. Ингредиенты объединились до однородной массы. И теперь я смешаю все сухие ингредиенты и буду добавлять их в миску. Мука, какао, разрыхлитель и сода. Сухие ингредиенты смешаю, чтобы разрыхлитель и сода 100% у нас хорошо и равномерно распределились по тесту. Дальше объединяем сухим ингредиентом с жидким ингредиентом. Перемешиваю все это до полной однородности. На краях остается мука, просто лопаткой ее подгоняем к центру. И снова взбиваем на низких оборотах. Теперь мы можем добавлять краситель чайными ложками. Краситель нам понадобится много, чтобы в таком большом количестве теста получить нужный цвет. Начинаю с 2 чайных ложек. Перемешиваю до однородности. Цвет у нас красный, ярко выражен, но это недостаточно. Цвет должен быть ярко-ярко красный. Поэтому я добавлю еще 2 чайные ложки красителя и посмотрю на результат. Снова перемешиваю. Перемешивать уже можно на высокой скорости. Вот такой яркий, насыщенный красный цвет теста у меня получается. Тесто готово, могу разливать его по формам. Форма у меня цельная, закрою дно с помощью фольги. Фольга обязательно должна быть плотная. Аккуратно закроем края. Я закрыла дно форм. Всегда мы наливаем тесто именно на противни, которые потом будем убирать в духовку. Выпекаем на 150 градусов 1,5 часа. Наш бисквит выпекся, остыл. Теперь можно доставать его из кольца. Для начала я уберу фольгу. Максимально близко прижимаю ножку в форме и начинаю вот таким образом вращать. Таким образом у нас получается ровный, красивый бисквит с аккуратными краями. Теперь мы должны убрать бисквит в холодильник, отстояться минимум часов на 6. Обязательно делаем это пленкой максимально плотно, чтобы нигде не оставалось воздуха, не завернуто бисквита. Когда наш бисквит постоял несколько часов в холодильнике, мы можем его разрезать. Я буду делить готовый бисквит на 3 части. Теперь приготовим малиновую начинку для красного бархата. Я использую готовые малиновое пюре. Для начинки нам понадобится 180 грамм малиновое пюре, 55 грамм сахара, 14 грамм кукурузного крахмала, 45 грамм воды, цедра 1 лимона. Малиновое пюре соединяю вместе с сахаром.
и небольшим количеством лимонным цедром. И ставлю это все нагреваться. Перемешиваю. Смешаю кукурузный крахмал с водой. Перемешаю. Добавлю воду с крахмалом. Перемешиваю. Надо довести до загущения. Начинка готова. Готовую начинку переложу в кондитерский мешок и убираю начинку в холодильник до полного остывания. Для покрытия и декора нам нужно 650 грамм сливочного сыра, 120 грамм сливок, жирность 33%, 70-100 грамм сахарной пудры. Добавим в миску сливочного сыра, сливки, сахарной пудры. Теперь мне нужна взбить до однородности. Именно такой должна быть консистенция, отлично держат форму. Для удобства с крем приложу кондитерский мешок. Собираем торт. Чтобы подложка не ходила ходуном по поворотному столику, подложу под нее мокрую салфетку. Делаю надрез и выдавливаю немножко крема. Немного добавить крема на подложку, чтобы первый бисквит к ней прилип. Делаем кольцо из крема, чтобы начинка не стекла. Это очень важная часть. Начинка достаточно жидкая, вся лишняя влага впитается в бисквит. Теперь снова делаю слой крема по начинке. С помощью спатула выравниваю верх торта, чтобы положить следующий бисквит. Снова делаем кольцо из крема и всю процедуру повторяем. И далее в центр добавляю нашу малиновую начинку. И вверх запечатываем слоем крема. Все это разравниваем с помощью спатулы. Выкладываю последний бисквит и прижимаю. Сделаю черновую, выравниваю, чтобы крошки не были видно. Тонким слоем закроем бисквит и также вверх. С помощью лопатки разровняю. Теперь мы можем приступать к его выравниванию и декора. Я подготовила крем-чиз на сливках. Важно, торт должен быть охлажденным. Крем-чиз тоже должен быть охлажденным. Аккуратно начинаю приглаживать крем. Здесь лучше не торопиться. Постепенно крем у меня выравнивается. Излишки нужно убрать в отдельную чашу. Когда выравниваю вверх торт, делать движение лопатой внутрь торта, а не в бок, чтобы лишний крем не вылазил по краям. Со шпателем прохожусь по краю торта, задеваю уголки, чтобы весь лишний крем либо остался на шпателе, либо поднялся наверх. Теперь приготовим глазурь гурме. Глазурь гурме у меня белый шоколад и растительное рафинированное масло. Белый шоколад растопила на водяной бане, чтобы глазурь стала очень белой. Я добавлю белый краситель, это диоксид титана. Добавлю пол чайной ложки и перемешиваю. Вот такой цвет у меня получается. Добавляю 2 чайные ложки растительного масла. Перемешиваю. Гурме готово. Потек буду делать ложкой. Подношу глазурь к краю торта, даю ее немножко стечь. Ложкой его разравниваем.
Крем, который у меня остался, я распределила по двум емкостям. У меня розовый и красный гелевый краситель. Я окрашу, перемешаю краситель. Наш крем готов. Достаем торт из холодильника и будем декорировать его, начиная с самого яркого цвета. Сделай несколько розочек яркого цвета. Далее возьму светлый крем. Тоже сделай несколько розочек. Это очень бюджетный вариант декора. Итак, наш симпатичный тортик готов. Приятного чаепития!